Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об одном овоще, который поможет вам в любой день недели. Он поможет вам и со здоровьем, поможет вам убрать любое зло, врагов, недоброжелателей, что немаловажно, привлечь изобилие, достаток и благополучие. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца и выберите вот именно ту практику, которая вам поможет в жизни. Если вам что-то не откликается, это не значит, что его нужно не использовать. Просто высшие силы на данном этапе вашей жизни дают вам определенные подсказки, и вам нужно на это обратить особое внимание. Давайте разбираться и помогать друг другу. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, а в комментарии напишите: «Я божественный человек, я привлекаю все самое лучшее в свою жизнь». Если надо будет так, прописывайте. Почему? Потому что так Вселенная вам быстрее поможет осуществить ваши любые мыслимые и немыслимые блага. Давайте с вами разбираться. Вы знаете, для большинства людей очень важным является то, чтобы найти свою вторую половинку, так как когда родной и близкий человек появляется в жизни, именно жизнь становится более прекрасной, разнообразной, интересной, никогда не будет ощущаться одиночество. Любовь – это прекрасная энергия, которая делает людей более счастливыми, чем они есть на данном жизненном этапе. Есть люди, которые считают, что любовь не имеет значения, что без нее можно прожить без проблем. Но когда она приходит в их жизнь, то очень быстро они осознают, что они ошибались, что это чувство, которое они ранее не испытывали, способно творить чудеса. Когда энергия любви окружает пару, у них на энергетическом уровне создается впечатление, что они находятся в каком-то своем энергетическом пространстве, что у них выросли крылья. Можно сказать, что так оно и есть, так как это очень сильная энергия. И придя к двоим людям, соединив их, она окружает их, объединяет, уединяет и защищает от всего, что находится вокруг них. Постоянно подпитывая свои силы, они ощущают бодрость, приподнятое настроение. Им хочется улыбаться, излучать счастье и дарить его всем. Это прекрасное чувство, и прожить без него не удастся, но ощутить его в полной мере возможно только тогда, когда рядом с вами появится действительно ваш, на энергетическом уровне человек, а отношение к нему будет индивидуальным и будет отличаться абсолютно от всех чувств и эмоций, которые вы испытывали ранее. Его ни с чем нельзя будет спутать. Но это энергия, которую людям постоянно нужно подпитывать чистосердечностью, взаимоуважением и, конечно же, совершать поступки, которые будут дарить положительные эмоции, а значит и укреплять вашу связь с энергией любви. Семья, которую мы создаем, это наша крепость, которая спасает от трудностей. Она дарит тепло, уют, спокойствие. Ведь когда-то что-то не ладится, приходишь к любимому человеку, и он заключает тебя в своих объятиях, и ты понимаешь, что тебе теперь хватит сил справиться с любыми проблемами и неприятностями, которые пришли в твою жизнь. Ты не один, и вместе вы совсем обязательно справитесь. Ответственность, которая ощущается перед второй половинкой, не делает жизнь тяжелой, а наоборот радует, так как должно нравиться заботиться о данном человеке, должно хотеться его баловать, поддерживать, и даже когда злишься, когда из-за какой-то ерунды делаешь вид, что обидно, все равно продолжаешь это делать. Да, это не очень простой труд, поэтому пройти, держась за руки по жизни, к сожалению, удается не всем парам. Ведь не все готовы всю жизнь удивлять, уступать, когда нужно, извиняться, даже когда правы, так как самым важным в жизни является счастье другого человека, а не принципы и обиды. Есть такая поговорка, которая звучит следующим образом: крепкая семья – это не когда все идеально и вы держитесь за руки. Крепкая семья – это когда встречаются проблемы, а вы продолжаете держаться за руки. Энергия любви может уйти из вашей жизни по нескольким причинам, таких как пара не желает сопротивляться проблемам совместно, и они вытесняют светлые чувства из жизни таких людей. Любовь пара разрушает целенаправленно, своим нежеланием что-то менять в совместной жизни. Любовь выходит из-за нелепого стечения обстоятельств, которые не всегда зависят от людей. Кто-то из пары под влиянием негатива сбивается с правильного пути и совершает необдуманный поступок.
происходит разрушительное влияние со стороны нечистосердечного и завистливого человека, который отправляет негативные посылы для того, чтобы разрушить отношения между любящими людьми. К сожалению, только в красивых историях бывают рассказы о том, что искренняя любовь может уберечь пару от любого негативного вмешательства извне. Но в реальной жизни это не совсем так. Только те люди, которые будут прикладывать немалые усилия, защищать свою любовь, проводить различные ритуалы, практики, обряды, будут помогать ей укрепиться, отбивать помыслы завистников, недоброжелателей, помогут укреплять отношения и сохранять их. И немаловажным является и обращение к Вселенной за помощью, чтобы она помогала на определенном этапе подпитывать любовь и притягивать к любящим людям другие сильные энергии, которые им просто необходимо. Как же быстро справиться с проблемами вашей жизни, чтобы не позволить им распространиться и принести непоправимый вред? Ведь важно вовремя на них воздействовать, не растеряв при этом энергии, которые необходимы в борьбе с ними. Очень часто, когда человек быстро не реагирует, негатив начинает окружать пару, они не желают из-за его воздействия разговаривать друг с другом, так как считают, что все само собой пройдет и ничего не изменится. Но это только обманчивое впечатление. Так очень быстро вашу жизнь наполнят различные проблемы, и с каждым днем все будет становиться только хуже, что в результате приведет и, возможно, даже к разрыву отношений. Незаменимым помощником в вашем ритуале будет луковица, которую вам нужно будет купить за день до того, когда вы собираетесь проводить данный ритуал. Мало кто знает, но лук имеет сильные энергетические и магические свойства, так как считается, что имеет очень тесную связь со Вселенной, и о его свойствах известно еще с давних времен. Лук передает людям энергетические силы и желание противостоять всему плохому, наделяет положительной энергетикой, помогает воплотиться желаемому, укрепляет здоровье, способен впитывать и вытягивать любой негатив, даже самый застоявшийся и разрушительный негатив, который способен влиять на энергетику жилья и людей. Также помогает сделать души людей добрее и наполнять их счастьем. Многие хозяйки еще с тех времен знают, что нельзя использовать для приготовления пищи и принимать в пищу лук, который простоял без шелухи целые сутки, так как за это время он берет в себя весь негатив, который его окружает, и во время еды передаст тем, кто будет есть блюдо с его присутствием. Поэтому есть такой простой ритуал по очистке жилья. Его нужно стараться проводить хотя бы раз в месяц, тогда в доме не будет собираться негатив, и злые сущности никогда ваш дом не будут посещать. Итак, вам нужно выбрать небольшую луковицу, очистить ее от кожуры и в районе корешка продеть белую ниточку. Завязать ее нужно на 7 узелков и в районе основания сделать надрез в форме креста. Подвесить на кухне на самом видном месте, и сделать это нужно на 3 дня. При этом трижды проговаривайте такие слова: энергии злые, негативные, в луковицу войдите, из дома моего уйдите, ни на кого из членов семьи влияния не окажите и энергетику жилья моего не повредите. Когда время истечет, к луковице не прикасайтесь, снимайте ее, держа за нитку, после чего на протяжении 3 секунд поддержите под проточной водой. При этом скажите следующие такие слова: вода все унесет, что не унесет, то луковица уберет. После чего заверните ее в белую салфетку и вынесите из дома. А вернувшись домой, вы ощутите, что будет впечатление легкости, станет на сердце спокойно и уютно. Если будете постоянно этого придерживаться, то энергия жилья будет чистая и светлая. Это будет благоприятно влиять на людей, которые в таком доме живут, а значит и сможет защищать их от любого влияния со стороны. Лук также используют в различных магических обрядах, так как считается, что он способен противостоять всему злу. Он обеспечивает людям надежную защиту, помогает укрепить биополе и избавиться от того, что их беспокоит, наполнив их жизнь тем, что они желают. В нашем случае лук способен помочь избавиться от негатива в отношениях и обязательно приумножить энергию любви, которая поможет паре справиться с тем недопониманием, которые, возможно, пришли в их жизнь.
Ритуал нужно проводить утром, так как в это время энергии, как вы знаете, более сильные и способны быстрее начать помогать вам. Для ритуала вам понадобится красная лента, или вы можете взять красную нитку, луковица, далее обручальные кольца, нож, емкость с проточной водой и свеча белого цвета. Проводить нужно только в хорошем настроении. Итак, первым делом подожгите свечу и мысленно попросите огонь от души оградить вас от всего плохого, что начало влиять на ваши отношения. Затем возьмите луковицу, очистите ее от шелухи, после чего часть ее положите в наволочку подушки, на которой спите вы, а часть в наволочку уже вашей второй половинки, проговаривая при этом такие слова: «Луковица, мне помоги, чувства с моей второй половинкой возроди, чтобы то, что годами создавали, только улучшали и ничего не теряли». На следующий день их нужно будет сжечь, проговаривая такие слова: «Это не луковая шелуха горит, проблемы наши сгорают». Остальную шелуху, которая у вас останется, положите на пол и станьте на нее босыми ногами. Так вы должны стоять на ней на протяжении всего времени, пока будете проводить ритуал. Когда станете на нее, скажите такие слова: «Каналы мои энергетические очисти, пусть нужные энергии в меня войдут, силой наделят, чтобы злу противостоять могла и нужные для этого силы обрела». Когда закончите ритуал, ее нужно будет обязательно выкинуть. После сказанных слов возьмите нож, подержите его над огнем, чтобы он обрел силу. После разрежьте пополам луковицу. Нужно вынуть из каждой половинки серединку и на каждый кусочек серединки наденьте обручальные кольца. Затем над кольцом и под ним перевяжите красной ниткой, проговаривая такие слова: «Любовь мы от нас не отпускаем, никуда от нас не уходи, нас, как и прежде, окружай, наши чувства пусть приумножаются и счастьем наделяются». Так они должны пролежать 3 часа. По истечении этого времени кольца на сутки поместите в емкость с проточной водой. Красную нитку сожгите, а серединки луковицы выбросите. Когда время пройдет, кольца оботрите белой тканью или салфеткой, при этом проговорив обязательно такие слова: «Кольца это, кольца эти надеваем, с чистого листа жизнь свою начинаем, будет она полна любви и красоты». Одновременно обмотайте половинки луковицы красной ниткой, затем на 7 часов положите ее в то место, где хранятся ваши совместные вещи. Лучше, если там, где нижнее белье. При этом скажите такие слова: «Луковица энергетикой своей нас наделяет, сил нам благодаря этому на все хватает, общий язык найдем, светлые эмоции обретем». Эту луковицу нужно будет вынести на природу и оставить под молодым деревом. Как оно с каждым днем будет расти и крепнуть, так и ваши отношения становиться будут более сильными. Вы с данным ритуалом ваши отношения обязательно начнут улучшаться. У вас произойдет серьезный разговор, вы вместе решите, как справляться с возникшими проблемами, но ни в коем случае нельзя сбиваться с выбранного пути. Дальнейшие отношения зависят уже, конечно же, только от вас и от того, что вы готовы предпринять для того, чтобы их поддерживать и наполнять любовью. Еще, друзья, один ритуал, который поможет вам уберечься от негатива, который пришел в вашу жизнь со стороны ваших недоброжелателей. Его определить очень просто. Вечером вы ложились спать, в вашей жизни было все прекрасно, все хорошо, а утром вы проснулись как чужие люди. Ссоры начинают возникать у вас на родном месте, даже по таким мелочам, на которые ранее вы точно бы не обращали бы никакого внимания. Для такого ритуала вам понадобится луковица, а также тоненькая восковая свеча и игла, а также ваша совместная фотография и синяя нитка. Первым делом поджигаем свечу, подержите над ней иглу, считая до 8, после чего сделайте ней 3 круга вокруг вашей фотографии по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова: «Игла в себя то, что наслали, на нашу семью вбери, любовь в нашу жизнь верни, ссоры и проблемы убери, нас от любого негатива впредь огради».
Затем данную иглу воткните в луковицу так, чтобы она нигде не торчала, проговаривая при этом такие слова: «Лук семью мою оберегает, от порчи и различных проблем защищает. Все помыслы злые, которые приходят со стороны, туда же сразу возвращает». После чего обмотайте луковицу синей ниткой, ее нужно будет вынести подальше от дома и выбросить. Свечой поводите над вашими образами на фотографии. При этом скажите такие слова: «Биополе наше крепчает, жизнь нашу любовь только наполняет. Все плохое впредь к нам не придет, огонь защищает, мощной энергетикой нас окружает». Девочки и мальчики, обязательно используйте эти знания себе во благо. Не забывайте о том, что лук — это сильный энергетический помощник. Он способен на очень многое. Он может защитить вас от сглаза, от проклятия, восстановить здоровье, притянуть счастье, удачу, успех. Может помочь найти любовь и удержать ее. Он находится в свободном доступе. Поэтому купите и используйте себе во благо. Вам не доставит никакого труда. Притягивайте с его помощью только светлые, пожалуйста, энергии. И, конечно же, оберегайте себя от ненужных энергий. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном, друзья, уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.